Всем привет! Сегодня с вами Татьяна на канале «Американская жизнь русской жены». Сегодня с утра что-то произошло непонятное, что такое бывает редко, но бывает. Я перемыла все окна. Все, у нас так ярко. Сегодня солнце, все жалюзи, все перекрутила, все здесь сделала. Мебель натерла, вся блестит. Такой муж говорит, мы сегодня куда-нибудь поедем или как? Я говорю, ну поедем. Так что я с утра выполнила годовой план. Я делаю это один раз в год. Особенно вот эти бокалы. Вы же знаете, у нас польская привычка. Хрусталь. И мой муж коллекционирует кружки. У него очень большая коллекция кружек. И вот сегодня я все это перемывала. Вот. Ну и это-то еще не все. Сейчас мне надо... Муж уже в машине ждет. Мне надо спуститься к дочери. Закрыть дверь. Вот. Когда у нас был обзор дома, вы еще никто не видели мой нижний этаж. Вы все видели только верхний. У нас еще есть нижний. И вот у нас есть дверь. Радмила, и мы уехали. Но это все принадлежит моей младшей дочери. Она там хозяйка. Я надеюсь, у нас там скоро все закончится. У нас затяжной ремонт. 3 комнаты и туалет. И все никак не закончится. Я надеюсь, что закончится. Так. А мы с мужем отправляемся куда-нибудь. Беру сумку. Возьму сегодня кепку. Сегодня на улице очень тепло. У нас здесь стирка шумит. Сушка, стирка. Все как полагается. You take a drink? Да, я хочу еще кепку взять. Муж взял стакан, говорю, стульчик. А я взяла кепки. Может пригодятся нам. У нас есть маленькая задумка на сегодняшний денек. Мы с Феликсом выдвинулись навстречу будущему. Решили взять немножко аперитивчик и поехать в очень красивое местечко, где мы с ним были пару раз. И просто понаслаждаться. Я вам покажу, где это место. Мы там с вами вместе походим. Я расскажу вам одну историю. Да, здесь пикничок. Мы приехали в парк, где можно рыбачить. Ты знаешь, как name this парк? Two Rivers. Видишь, он нас пропускает. Здесь платная система, но у нас с Феликсом уже есть специальный тикет на стекле, который дает годовой абонемент на все парки Небраски, да? На все парки Небраски мы бесплатно можем заездить. Феликс себе заказал. И здесь такой парк, где разные озера и разные рыбы, да? Different fish. Вот здесь вот форель, да, насколько я помню, в этом озере. Мы уже проехали, там карпов разводят. Следующее озеро, это где купаются люди. А с другой стороны река. Короче, такое классное место, где можно отдыхать, проводить пикники, съездить на рыбалку, с палатками приезжают. Короче, здесь вообще весело. С домами на колесах. И вот хотел показать, здесь вот приезжают на выходные с домами на колесах. В этом озере вот купаются, но сейчас еще холодно. Короче, мы экипировались. Феликс со стульчиком, я со стульчиком, водичка, кепочки. Взяла свою курточку, прохладно.
Поставили нашу красавицу. Ой, такой запах, Феликс, вообще. Балдею. Я вытащила свою птичку на природу. Никого нету. Гуси кричат. Смотрите. Сегодня мы с мужем выехали на природу. Так-то мы все время куда-то по магазинам, по ресторанам. Но сейчас уже такое время, когда уже тепло, и можно куда-нибудь на природу. Вон там сидит на стульчике. Мы взяли свои стулья. Я вам уже показывала, приехали в классный парк. Вот нам с Феликсом нравится, вот там дома с той стороны. Наша мечта, чтобы жить возле воды. Я обещала рассказать вам одну историю. Я приближаюсь к гусям. Я надеюсь, они меня не закусают. Но это не история. Такая интересная дилемма получилась. Я только вчера или позавчера написала пост про воспитание, о том, что я за свободное воспитание, то, что я своих детей практически воспитываю в свободной форме, в свободном плавании. То есть я ни к чему не принуждаю, никаких обязательств, ничего-то что-то и такого. Вот. Но у меня муж, он большой консерватор. Он очень консервативен и к воспитанию иначе относится. Вот его мама воспитывала, что мама им там наказания какие-то придумывала, что там и по попе давала. Вот вы меня понимаете, мы тоже через все это проходили. Я как бы в свое время, когда в начале пути была, когда мои дети были маленькие, я тоже, может быть, придерживалась этих методов. Но в жизни происходили такие события, очень важные, кстати, связанные с миграцией тоже, когда я в корне пересмотрела свою точку зрения и свое отношение к детям и к воспитанию. И с тех пор, вот буквально, наверное, 5-6 лет, так кричат гуси, там парочка гусей, у них любовь. Я пересмотрела, и я сейчас абсолютно иначе отношусь к воспитанию. Так что вы думаете? Написала пост, пришло, на следующий день уже пришло, против ветра надо, чтобы микрофон работал. На следующий день пришло письмо со школы. Каждый месяц нам приходят письма об успеваемости. То есть, кроме того, что может учитель позвонить, кроме того, что каждую неделю на электронную почту приходят оценки за неделю, и каждый преподаватель может оставить свою рекомендацию на почту, еще приходит письмо на адрес, где общие оценки, пропуска, успеваемость, пропуски там пишут. Пишут о всех учителях, пишут общий скор, общий балл по успеваемости. И пришло письмо, и по результатам письма выяснилось, что Радмила, младшая дочь, ее оценки снизились, она стала учиться хуже. А Феликс, он как бы наблюдает, он смотрит, тинейджер видит, что
Все мы были, лениться и все такое. Я как бы особо не наезжаю. А он говорит, что из-за того, что у нее компьютер, из-за того, что у нее телефон, из-за того, что у нее в доступе много свободы, она из-за этого очень плохо учится. И он говорит, мы должны ограничивать ее в некоторой свободе, потому что если она не успевает по учебе, надо наказывать. А это что? Я там беседу с ребенком провела, а дочка, да. Такой, нет, такие методы не работают. И буквально, я не знаю, после Нового года или до Нового года, по-моему, до Нового года, мы уже на 1 месяц изымали из оборота у Радмилы, у младшей дочери, телефон и компьютер. И Феликс настаивал, чтобы это повторить снова, потому что у ребенка основная, главная обязанность – это учиться. В принципе, я с ним согласна, но я не люблю скандалить и не люблю нервничать. Вот. И я сказала, что я поговорю с Радмилой. Я с ней поговорила. Она сказала, что поговорит с учительницей, что она не согласна с некоторыми позициями. А Феликсу это все равно. Он сказал, мне, говорит, все равно, что вы там решаете. Пускай несет компьютер в офис и телефон. И пока оценки лучше не станут, не получит ничего. Ну что делать? Мне пришлось пойти к Радмиле. Я как переговорщик там. Говорю, Радмила, ситуация критическая. У тебя вынуждены конфисковать то-то, то-то. Радмила молчала, не спорила. Я говорю, ну ты сама видишь, сама видела, оценки хуже стали. Конец года. Она обиделась, не разговаривала, но компьютер и телефон сдала. Так что сейчас Радмила у нас получается... жук. Радмила у нас в ограниченных рамках находится. Я надеюсь, что это скажется лучше на ее учебе. Я надеюсь, что она осознает, что надо быть более ответственным. И надо учиться, тем более ей осталось учиться 2 года. Следующий год у нее очень серьезный. Здесь в Америке очень интересно. Все вступительные документы, все сочинения, какие-то важные дела делаются в 11 классе, хотя учатся 12 лет. И в 12 классе дети просто досдают, что там не успели досдать. Или вот дети иммигрантов что-то там еще пытаются делать. А основная масса американских детей в 11 классе, они берут большую нагрузку. И к концу 11 к началу 12 класса они уже знают, где они будут учиться и чем они будут дальше заниматься. Вот, и поэтому 11 класс самый тяжелый. Мы сейчас в 10. И поэтому я надеюсь, что мой ребенок более осознанно подойдет к этому вопросу. Аделя в свое время, она взялась, и она справилась с этим. Правда, в 12 классе, потому что мы эмигрировали, было сложно. Но, тем не менее, она хорошо закончила школу. Радмила немножко хуже учится. Вот, и следующий год будет очень сложным. Вот такая ситуация у нас произошла. Феликс принимает непосредственное участие в воспитании, потому что он говорит, что ребенок должен уже быть ответственным за свои действия. На минуточку, Радмиле через 2 недели 17 лет. Я с ним согласна, что надо быть ответственным. Но так не хочется крови, так хочется, чтобы все было гладко. Но вот пришлось так поступить. Пишите в комментариях, как вы поступаете, как вы воспитываете. Ой, не знаю. Для меня это сложно, серьезно. Я люблю все полюбовно. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо, что сегодня послушали меня. Вот так мы проводим наш день. Вот сейчас мы посидим в парке.
Феликс намекает на ужин. Я говорю, я не одета, я вообще по-спортивному. Не знаю, может быть, мы куда-нибудь поедем еще на ужин. А так, загораем, немножечко развлекаемся. Так, зашли домой. Дом, милый дом. И уже вечер. Такая приятная усталость. Феликс, ты идешь? Окей. Буду с вами прощаться. До новых встреч. Увидимся.